Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной. Спасибо всем, кто меня поддерживает, подписывается, ставит лайки, делится своими мыслями. Сегодня вашему вниманию предлагаю расклад, расклад без вопроса, да? О чем вас хотят предупредить высшие силы. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забываем, девочки, расклад общий, мои хорошие. Воспринимайте, пожалуйста, расклад как совет, а не как руководство к действиям. Только вы творец своего счастья. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, что-то выскакивают карты какие-то. Так. Какая девочка пришла на расклад. Ух ты, кто это у нас тут токсичненький? Так, характеристика на вас. Человек, который не останавливается в развитии, постоянно чему-то новому, обучаетесь, новые какие-то у вас планы, цели, горизонты. Можете быть очень хорошим наставником, учителем. Тут разная информация к вам приходит, и вам есть о чем поговорить с абсолютно также разными людьми. Найдете подход к любому человеку. Так, у кого-то род деятельности связан с помощью, прям оказываете помощь, у кого-то словом, делом. Так, так. Ну, понятно, тут по иерофанту можно прочесть замужем многие. Но самые первые карты, они такие стрёмненькие слегка. Хочу сказать, о чем это. Тут карта токсичность и карта семья. У многих сейчас проблемы с близкими, родными. Может быть, атмосфера, да, какая-то, знаете, как в доме, не самая лучшая. Там ссоры, выяснение отношений, проблемы. Так, о чем это? Вот почему-то мне сразу это подсветили в семье. Хотя сама по себе, какая вы, сама по себе вы тут вот яркая, харизматичная, энергетически наполненная женщина, которая может привлечь внимание, это 100%, и этот фокус внимания удерживаете. То есть, повторюсь, есть о чем поговорить, не пустышка, не просто внешность. Тут энергетически наполненная, за счет этого с вами хотят многие коммуницировать, может быть, даже подпитываться этой энергией. Но тут также идет нюанс такой, девочки. Невозможность быть с кем-то, с каким-то, у кого-то мужчиной, в принципе, может быть, с какими-то людьми. Как невозможно с этими людьми быть рядом. Ну, не знаю. Ну, тут вообще мужчина и женщина. Давайте так. Для многих это может какая-то влюбленность, отношения трудно реализуемые. Почему-то тут вот, знаете, эта карта невозможность. И тут рядом, как, знаете, такой подарочек небес, как свинью подложили. И карта, часто она у меня проигрывается как близнецовые пламена, кармические партнеры. То есть люди могли встретиться, как говорят, не в то время, не в том месте, да, или же там у него или у вас не свободные ограничения разного рода. Ну, как в песне у Талькова, да, несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Или все начиналось очень ярко, и осознание прям могло быть у вас. Боже мой, это мой человек, я его ждала всю свою жизнь, да. Но наряду с этим вот эта карта мне говорит о том, что что-то пошло не так. Настолько вот могли наидеализировать, и потом то ли какое-то проявление этого человека, то ли реальность какая-то оказалась, ну, совершенно другой, иной. То есть есть то, что вы себе могли придумать, воспринимать этого человека, эту всю ситуацию, а потом могли на все это посмотреть совершенно под другим углом. Ну, вот как-то так.
Наряду с этим параллельно у кого-то действительно отношения в семье, может быть, там с партнером, с каким-то постоянным. Или, в принципе, тут с близкими, родными. Ну, не самые лучшие. Сейчас, о чем это? Надеюсь, это такой период. Интересно. Крыса, тупик. У кого-то это уже, знаете, как не единожды. Может быть, какие-то ситуации такие. Давайте так. У кого-то тут карта Солнца, это что же детки могут быть? Детки, эгоизм какой-то. У кого-то это партнер, проявление эгоизма. Тут карта крысы, это как будто бы что-то за спиной происходит. Как будто бы оно даже уже у кого-то это длительное, вяло текущее. Может быть, как снежный ком оно. И карта тупик, это у многих прям периодически могло посещать ощущение того, что я не особо счастлива в личной жизни. Нужно что-то менять, решать. Ну, как будто бы потом время от времени опять как, ну, знаете, то ли шансы даете этим взаимоотношениям, как будто реанимируете, да, взаимоотношения. Или же, в принципе, как малодушие какое-то, да, нежелание глобально что-либо менять. Тут как-то так. Ну, в общем, атмосфера не очень, скажу вам. Вот такая какая-то семейная. Постоянно какие-то как душевные муки, терзания. Ощущение, как будто бы сам живешь не совсем своей жизнью. Как, отчасти как предаешь сам себя. И не особо счастлив в том, в чем ты находишься, да. Но не хватает то ли смелости, решительности это все разорвать. Дать шанс самому себе. А с кем-то, может быть, также, кому привязан, очень привязан, ну или был в прошлом, давайте так тоже, у кого-то это уже история закончилась, тоже тут не сложилось, не случилось, невозможно с этим человеком выстроить взаимоотношения. У кого-то разочарование, могли влюбиться, правда, тут как вот видели свою вторую половинку, а потом по этой карте осознали, насколько вы ну, ошиблись, да, у кого-то ошиблись, насколько разочаровались. Тут прям хочется сказать, не нужно вот это вот так очаровываться, обольщаться, для того, чтобы не было потом настолько болезненно это разочарование. Но в любом случае по карте Иерофант показано, это ваш путь, это ваш урок, это ваше взросление. Ну, тут осознанность уже. Как будто бы вам это все необходимо было. Вот, для того, чтобы вы стали именно той вот личностью, которой вы стали сейчас. Может, кто-то повзрослел, да? Может, вот именно с каким-то тут мужчиной, вот именно таких эмоций вы больше никогда ни с кем не испытывали. И это тоже вам для чего-то нужно. Может быть, для раскрыть саму себя, познать, как вы можете любить, как вы можете вообще, какие эмоции вы можете испытывать. Вот тут так может быть. Так, вот такая ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, расклад без вопроса. О чем хотят вас предупредить? Может, передать какую-то информацию вам? Все, что выходит, расклад без вопроса. Все будем считывать. Все, что захотят вам передать. Так, я вам не одну карту, а прям две. Побольше эротики, да, в вашу жизнь добавлю. Так, о чем это? О чем вас хотят предупредить? Расклад без вопроса. О чем вас хотят предупредить? Открываем. Может, будем докладывать, да?
Ой, ну тут больше как бы про ваше состояние. Сейчас я вам расскажу. Тут как будто бы вас даже призывают к тому, чтобы вы взяли себя в ручки. Тут точно так, как у меня в заставочке. Вы творец своего счастья. Более того, тут вам сразу вот показано ваше какое-то состояние. Тут карта разочарования. Тут иллюзии, да? Иллюзии, разочарование. Тут первая карта разбитое сердце. О чем это? Подряд, если мы читаем, карта разбитого сердца, вечная невеста. Карта, она сродни карте повешенный, да, тут утопленник. Состояние такое какое-то, может быть, ну, не обязательно клиническая депрессия, но вот какие-то такие растрепанные чувства, неуверенность, может, в себе, в завтрашнем дне. Вот это вот все вам как будто бы говорят. Может быть, там вы разочаровались в каком-то мужчине, или же вы находитесь, как, знаете, как обманутые ваши же мечты, надежды. Напридумывали себе вот какую-то сказку, да, придумали, идеализировали какого-то мужчину. Опять-таки, в свое время влюбились в него. Карта всадницы воды, это говорит о том, что вы утопали в этих эмоциях. Но тут же карта башня. В Манаре это история об отношениях труднореализуемых. Какой-то формат труднореализуемый. Повторюсь, несвободные, ограничения, осуждаемые в социуме. Или в принципе люди, по большому счету, особо друг другу не подходят. Ну, знаете, как говорят, любовь же не зачеркнешь. И вот она макушку стукнула в темечко, да? Кому темечко, кому сердечко, стрела попала, этого амурчика. И как будто бы, ну пофиг, подходит, не подходит. Нет и не было времени, может быть, здраво об этом подумать, да, разложить по полочкам. На то она и любовь, что она не раскладывается так. Тут как будто бы вам просто хотят донести информацию о том, что как будто бы ваше вот видение этой ситуации по поводу тут любовной сферы, по поводу влюбленности в какого-то мужчину. Вам говорят, вот если вот все назад открутить и дать вам время вот как-то здравый рассудок включить и разложить по полочкам, то придет осознание того, что вы с этим мужчиной, ну какое-то тут несоответствие. Не обязательно тут вообще не нужно тут лучше, хуже. Ну, как будто бы вы действительно, вы совершенно не подходите друг другу. И в принципе, может, этот мужчина, он не мог бы закрыть ваши потребности. Только те, которые у вас есть, то, что вам нужно от мужчины получать, то, что вот какие у вас, у каждого из нас есть там, ну, не обязательно там требования, но потребности у каждого из нас есть в любви, уважении, поддержке. Но тут как будто бы, ну нет в этом мужчине того, что вам нужно. Может быть, как будто бы ваш партнер, который идеально будет закрывать эти потребности, он другой. Может быть, он где-то, ну не знаю где, но это явно не тот, в которого вы тут были влюблены. Показано, что может и хорошо, что отношения не сложились, не случились, что было бы еще более вам, еще более болезненно, какой бы был бы период такой в вашей жизни. Тут как-то так. Показано, что по этой карте вечная невеста вы на самом деле всем хороши. Ну тут не нужно, тут карта самобичевания, не нужно себя там накручивать. Многие показано обратились там к Таро, опять-таки увлеклись эзотерикой, психологией. Вот эти как окно в другой мир. Попытались узнать ответ на вопросы, которые, может быть, в обычной жизни, в общении, при общении с другими людьми вы не могли для себя там определиться и понять, что это такое, почему так вот, почему, может быть, с этим мужчиной не получилось, и наряду с этим, почему я настолько там залипла в это все, вот как будто бы поиски этого всего были, и вам говорят, карта тут это самобичевание, не нужно тут какой-то тут молоток сам себя гвозди забивает. Вы тем самым как будто бы ничего хорошего себе точно не делаете. У кого-то предупреждение прям не нужно. Тут карта пьянства, конечно, карта развал.
Но я буду в общем это считывать, знаете, как какие-то деструктивные программки, где вы сами себя разрушаете, где накручиваете сами себя, может быть, прокручиваете одну и ту же ситуацию и думаете, если бы вот так вот я поступила, то оно сложилось бы по-другому. В общем, как будто бы вам говорят, если бы мужчина действительно, может быть, так же влюблен был в вас, и также ценил бы вас, и хотел бы этих отношений, то, поверьте, он бы действительно прикладывал усилия, и это не вы бы тогда переживали по поводу этих шансов. Ну, просто тут как будто бы все вам говорит о том, что это не совсем тот мужчина, которого вы себе напридумывали. И в реальной жизни, там, в быту, допустим, с этим мужчиной там свои трудности были бы, и вряд ли вы бы с ним бы были вот так вот счастливы, как у вас идеальная картинка такая вот в голове. У вас бы 100% карта тут сердце, иллюзия, как будто бы вы с сердечком своим это все напридумывали, вот так восприняли. Но говорят, это иллюзия, ты как сквозь розовые очечки вот эти вот смотрела, вот одетые они были. А подсказочка какая-то тут, если бы вы с ним остались дальше, там, да, отношения развивали. По десятке мечей, видите, тут на этой карте девочка, красотка, а тут ее какой-то тут нож, ну это как живые они игрушечки, да, тут такие бегают. Этот нож у нее как заживо начинает резать, но она сама позволяет это делать, девочки. Тут смысл такой, что в том состоянии, в котором вы находились, вы готовы были на очень многое для этого мужчины, ради этого мужчины. Скажем так, в том состоянии, в котором вы находились, вы могли бы позволить этому мужчине проделывать с собой какие-то манипуляции, так себя проявлять, и тем самым обесценивать себя, может быть, вообще вот этот дар, эту любовь, которая послана небесами. Может быть и к лучшему, что вы разошлись. Вот тут так даже. Как будто бы показывают, неизменно ждало бы разочарование ваше. Почему? Потому что этот мужчина выходит где-то, смотрите, как, ну, давайте так, это отчасти как маг, да, мужчина, у которого тут тут кисти рук, да, на этих кистях рук намотаны ключи, видите, такие ключики от сердец женских, от душ женских, и он идет по этим, как вот женским, ну, головам даже, да, и при этом он эти ключи держит при себе. То есть где-то как манипулятор, где-то как человек, который может ради собственных каких-то, ну, знаете, амбиций даже, самоутверждения, причинить боль. Как будто бы рано или поздно вас ждало бы разочарование еще большее. Еще вот по этой карте еще хотела сделать акцент. Она у меня очень часто проигрывается. Женщина всем хороша. Тут я не стараюсь там польстить. Она таки читается, эта карта. И внешние данные, интеллект, все присутствует, все у вас хорошо. Единственный какой нюанс по этой карте: женщина слишком хочет получить результат. То ли это касается взаимоотношений какого-то мужчину, знаете, сама влюбилась и хочет и его влюбить. И также хочется, ну, как вам сказать, где-то ищет одобрение, где-то женщина бежит впереди паровоза, боится потерять эти шансы. Это может касаться, если работы, опять-таки, старается, может быть, за двоих, за троих, остается там сверхурочно, какую-то работу делает. И это все воспринимается, к сожалению, и мужчина не ценит, и работодатель не ценит. Воспринимается как должное, воспринимается как слабость. И потом в какой-то момент мужчина может выбирать другую женщину, работодатель вместо там ожидаемого этой женщины, да, вот этой вот повышения, там, ну, не знаю, должности какой-то, должность уходит, может, человеку, который более рационален, конкретен и даже меньше прикладывает усилий. Как будто бы женщина может сама себя обесценивать. Действительно, вот искренностью своей, желанием где-то вот угодить, желанием любовь получить, заслужить любовь, как будто бы вот заслуживает, удобная. Она вот как будто бы априори удобная для многих. Ну, вот, может быть, у кого-то с детства это идет, эти программки. Ну, да, я понимаю, когда мы влюбляемся, это очень трудно контролировать. Хочется все для этого любимого человека сделать, раствориться в нем. Просто, наверное, выбор, да, мужчины не совсем тот.
Может быть, если более зрелый какой-то мужчина или действительно влюблен был бы, может быть, он это оценил бы. А тут показано, мужчина это вашу какую-то жертвенность, любовь, желание его окутать этой любовью, он это вообще не оценил. Ну, как потребитель, может, проявился. С удовольствием это все использовал. Чё-то не так, девочки, идет. Как будто бы вот это хотят передать вам высшие силы. Какой-то вот расклад без вопросов. Вот это мне все идет. Это где-то это как, может быть, даже кому-то как утешение и предупреждение, что не нужно вот себя тут накручивать, заниматься этим самобичеванием. Ничего хорошего из этого не будет и не происходит из этого ничего хорошего. Так, еще пару карт. Да что ж такое? Еще, ну, не знаю, кому-то это, может быть, нужно будет. Но, девочки, тут вам говорят, ваше у кого-то влечение к этому мужчине, оно еще остается, сексуальное влечение. Он интересный, ресурсный, он для многих как запретный плод сладок. Тут, но в связи с этим тут ящик Пандоры, да, опять-таки, тут настолько это непредсказуемо, вернее, предсказуемо, что неприятности будут от связи с этим мужчиной. Он вообще сам по себе тут как вот, черная кошечка. Вы очень многого о нем не знаете. Даже попытки что-то узнать по карте книги, ну, не все вы, понятно, узнаете. И он заинтересован в том, чтобы тайны свои сохранять. При этом опять-таки такая между строк подсказочка. То, что вы от него хотите получить, в моменте вы там, может быть, страсть, какие-то такие яркие эмоции получите, но на длительное какое-то время этот мужчина довольно-таки жадный, может в проявлениях эмоциональный, жадный, да, не может он вам дать того, ну, спектра вот эмоций, которые вы хотите. Может быть, там, ну, не знаю, опять-таки, у кого-то вот эти сексуальные яркие моменты, но надолго это все, ну, как будто бы нет. У него очень много тайн. У него как будто бы своя жизнь еще помимо вот той, которую вы видите, у него еще своя там происходит какая-то жизнь. И опять-таки, давайте так, все мы живем в реальном мире, карта жадность может проявляться также, мужчина не готов вкладываться в взаимоотношения, абсолютно, да, вы будете довольствоваться тем, что он может вам предложить. Ну а вам, между строк говорят, не нужно вам это, зачем вы умаляете себя, свои потребности зачеркиваете. Опять-таки, вам говорят, если вы захотите с этим мужчиной как бы реанимировать отношения, возможно, по карте Феникс, если вы приложите усилия, возможно. Но опять, это как идти на сделку с собственной совестью. Вы, девочки, можете, тут показано, даже получить кто-то дом, род, семья, но будет незримо, постоянно, карта ревность. Вы его будете ревновать. Постоянно какие-то нюансы будут, тайны тут присутствовать. Действительно, у вас есть вот этот свет, он как будто к вам тянется, действительно, этот мужчина. Вы для него, может быть, архетип вот женщины, тут карта маяк, да, это вот ваш душевный свет. Вы отличаетесь, да, от многих. Он вас считывает, вы другая, вы иная, но при этом тут куча карт, девочек, говорящих о том, что тут у кого-то магическое присутствует, да, влияние, а у кого-то тут, девочки, будут постоянное у вас подозрение, карта ревность, и как будто бы люди будут, третьи лица, пытаться в вашу жизнь влезть. Ну, тут и оморочка, тут и карта, ну, вольт, похожа на как карта
кукла Вуду, сущность, ритуал. Тут какие-то ритуалы. Девочки, тут как будто бы, повторюсь, этот мужчина настолько многогранен, с одной стороны, с другой стороны, он столько может принести вам неприятностей. Какие-то тут, как периодически вам могут вскрываться какие-то моменты из его жизни. Может быть, какие-то взаимоотношения, да, из прошлого. Женщины напоминать о себе. Но спокойной жизни тут точно не будет с ним. Ну, не знаю, ваш выбор, конечно. И в принципе, как будто бы на него глазки у вас периодически будут открываться. Вы будете его видеть совершенно другим. То есть тут много карт, говорящих о том, что вот по черной кошечке, карта тайна. Человек полон тайны. Эти тайны неприятные сюрпризы. Тут скорее как будто бы череда, ну опять как разочарование, череда таких, знаете, потом может быть вопросы к самой себе. Боже мой, если бы я знала, что это все потом всплывет, что я с этим всем столкнусь, я бы, может быть, правда в это все не шла бы, не начинала бы это все. Ну, вот как-то так. Вот кому-то это может быть актуально. Вот такой расклад у меня получился сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.